Добрый день, мои хорошие, мои дорогие. И у меня есть прекрасное предложение связать этот красивый джемпер из тонкой пряжи в глубоком синем цвете. Воспользовавшись вот этой идеей, данным дизайном, у нас с вами вертикальный полуажурный узор, красивое обрамление такого ажурного мотива рельефными жгутами. Совсем несложная схема, и вам понадобится средний уровень мастерства. Как видите, перед вами этот узор, я его специально укрупнила. Сегодня мы с вами разберем схему этого узора, мы свяжем образец, и у нас будет расчет плотности, составляться описание на следующие размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54. Это российские размеры. У нас будет с вами очень хорошая пряжа, качественная, нежная, ну просто роскошь, а не пряжа турецкого производства. И как альтернативу я, как всегда, буду советовать вам другую пряжу, но тоже похожего качества и похожего толщины, чтобы вы попали в плотность. Итак, если вас, давайте полистаем, если заинтересовала модель, мы можем ее приблизить и посмотреть, как она у нас тут с вами выглядит. Значит, что хотел бы конструктивно подчеркнуть, вы видите, что у нас классика в чистом виде, у нас есть пройма, у нас вяжется окат рукава, да? У нас очень интересно оформляется вырез горловины. Да, рукав там тоже, вот здесь сейчас не видно. Обратите внимание на узор, девочки, я вам еще раз его приближаю. Вы видите, да, как я сказала, ажурный, даже, скажем так, полуажурный мотив в окружении рельефных жгутов. Очень красиво смотрится. И схема совсем несложная. Совсем несложно, вы это сами поймете, когда мы будем с вами вязать эту красоту. Красота из красот. Да? Как сформировать вот эти красивые закругления по вырезу горловины, я сегодня тоже буду вам пояснять в сегодняшнем видеопроекте. Смотрите нашу расчетную часть, где я подробнейшим образом рассказываю, как я считаю петли, откуда у меня как формируется пройма, каким образом я формирую вырез горловины. Все подробнейшим образом сегодня разбираем в нашем видеопроекте. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Так, дальше давайте посмотрим. Вот так он мило смотрится, значит, на нашей девушке, манекенщице. Вот такой еще вариант, фотография есть, да. Ну, то есть это сейчас вот очень модно стало носить вот так заправленные в брюки или в джинсы. Кстати, этот цвет шикарно сочетается действительно с джинсовой одеждой, да. Но мы с вами можем взять и другой любой цвет, просто воспользоваться, как я уже сказала, как макетом, дизайном, идеей по вязанию этого джемпера. Имейте в виду, что это машинная вязка, и точь-в-точь у вас не получится прям вот как здесь изображена. То есть это у нас с вами макет, да, так скажем, дизайн, который мы с вами просто срисуем, воспользуемся им и сделаем свое изделие. Но, смотрите, расположение узоров у меня тоже будет 5 мотивов, как у этой дамы. Значит, в оригинале джемпера 5 мотивов, видите, по центру. И вот здесь вот еще с двух сторон у нас идут мотивы. То есть имейте в виду, что на спицах, конечно, плотность будет не такая, как у машинной вязки, но все получится все равно очень красиво. Когда вы увидите образец, вы поймете, что это шикарная идея, которой надо обязательно воспользоваться. Вертикальный узор всегда стройнит, поэтому я сегодня в расчетах беру большие размеры, да? То есть у меня, видите, 52-54 расчета будем делать. Итак, мои дорогие, давайте с вами сейчас начнем более детально, смотрим выбор пряжи. Девочки, сегодня я предлагаю вам связать из пряжи Gazal Baby Wool турецкого производства пряжи, 50 грамм, 175 метров у нас.
У нас шикарный состав. 40% акрил, 20% кашемир, 40% мериносовая шерсть. Представляете? Эта пряжа тонкая довольно, ну так скажем, приближена к средней, но все же я бы ее назвала более тонкой. Вот, у нас используются с вами спицы 3,5. Вот, очень хорошего качества пряжа, абсолютно нежная. Очень хорошо из нее удобно вязать. Мне она очень-очень симпатизирует. У нас получается с вами очень нежное полотно, красивое такое, знаете, волнующее, я бы так скажем. Не так много уж тут и ажура, да, очень приятно смотрится эта пряжа в тонком полотне. Такой получается кружевной эффект, очень нежное вязание. В общем-то, и мне оно очень нравится. Красивый получается узор, сами вы видите, да, очень-очень интересно смотрится и несложно вяжется. Вот такой вот вариант я вам показываю. Так, ну а сейчас давайте посмотрим еще как альтернативу пряжу. Приближаю вам нашу красоту. Можете ее внимательно рассмотреть. Ну, мы сегодня свяжем с вами этот образец, и вы сможете рассмотреть свой собственный узор, если захотите, конечно, воспользоваться этой идеей. Итак, смотрим альтернативную пряжу. И шикарный состав: 65 кантон и 45 акрил процентов. Подходит для совсем маленьких деток, да, видите, от 0 до 6 месяцев рекомендуют. Очень хорошие скруточки. Пряжа чуть-чуть толще, то есть той, которой я вот вязала, это, конечно, совсем тоненькая. Вот. То есть у вас будет другая плотность, но можно рассматривать тоже ее как в качестве альтернативной, если вы хотите связать на весенне-летний период. Так, еще мне очень нравится тоже такая детская пряжа фирмы Alize, Cotton Baby Soft. Тоже тонкая, но толще, да. 100 грамм у нас 270 метров. Тоже очень хорошего качества пряжа. Но тоже надо будет немножко плотность пересмотреть. То есть там, скорее всего, будет в 1 сантиметре 2,1 плотность. Тут у нас получилось 2,3. Совсем прям нежно-нежно, тонко-тонко. Так, и еще в качестве летней пряжи, но тоже тонкой, я бы могла вам порекомендовать вот такую шикарную пряжу турецкой фирмы Yarn Art Stule. Она у нас, видите, блестит, тонкая. Давайте посмотрим. Турция, да? Цвета там разные, вы выберете в интернет-магазинах. 50 грамм 185 метров, и у нас 67% хлопок и 33% вискоза, девочки. Представляете, вискоза. И вот это так все красиво смотрится. Это такая прелесть, прелестная, я бы так сказала, очень хорошего качества пряжи. Вы видите, как она у нас натуральная вся, и шелк. Прям такой вот шелк, шелк, шелк. Тоже в плотность попадете, если возьмете те же спицы. В принципе, и строечки можно вязать. Цвета там тоже шикарные, разные. Показываю вам ниточку, да. Вот такая вот пряжа у меня есть, как альтернатива. Yarn Art Stule. Ну, я не знаю, как по-английски произнести это все. И еще мне очень нравится вот эта пряжа. Baby Cotton. 50 грамм акрил, 50%. Так, 50% акрил, 50 хлопок. Цвета, конечно, вы тоже можете выбрать сами. И у нас 50 грамм 160 метров. Тоже ниточка тонкая, хорошего качества. Показываю вам. Вот такая она у нас тоже тонкая. Практически альтернатива вот этим вот двум. И вот этой вот, с которой мы вяжем. Они одинаковой толщины и одинаковой плотности будет получаться полотно. Ну а сейчас, мои дорогие, посмотрим, давайте, схему вязания. Схема узора у нас, девочки, выглядит вот таким образом. Значит, у нас с вами 17 петель идет ширина мотива ажурного, 38 рядов высота мотива. Здесь есть вот некоторые грязные моменты. Имейте в виду, что это перекрещиваем мы с вами 2 петли то направо, то налево
по лицевой. 2 лицевые все время перекрещиваются, вот, чтобы вам было понятно. Мы с вами провяжем этот узор порядно. Я не думаю, что у вас здесь будет какая-то проблема, да. И здесь у нас идет с вами жгутик. Жгут у нас составит 10 рядов в высоту раппорт и 4 петли в ширину. Ну и вот эти вот изнаночные петельки я обозначаю горизонтальной черточкой. Про условное обозначение, девочки, вот это вот у нас идет, как я уже сказала, горизонтальная черточка, это изнаночная, пустой квадратик и вертикальная черточка – это обозначение лицевой петли. Я просто здесь не стала вот это вот чернить, да, вот это вот. Просто имейте в виду, что это вот на лицевой глади выполняется вся ажурная часть. Вот. И здесь у нас идет путанка в треугольнике. И это перекрещивание, я уже говорила, да. В принципе, все понятно. Треугольнички у нас с вами. Это треугольничек 2 вместе изнаночные, да, кружок накид, а это треугольничек 2 вместе лицевой. Вяжем узор, формируем только в лицевых рядах, в изнаночных рядах все петли по узору вяжутся, поэтому здесь вот только у нас идут нумерация 1, 3, то есть нечетные ряды являются лицевыми. Далее по выкройке, девочки. Выкройка вот так выглядит. Здесь нет размеров. Конструктивно имейте в виду, что у нас с вами классика в чистом виде. У нас с вами пройма, у нас с вами окат рукава. Все есть, вырез горловины. Все детали вяжутся раздельно, и мы их соединяем. Это самый лучший классический вариант посадки. Идет на все размеры шикарно. Поэтому я не люблю круговое вязание, я не люблю вязание сверху с кокетками, вот это вот все. Не спрашивайте меня, просто часто в комментариях спрашивают, почему не вяжу такие модели. Ну, потому что вот мне нравится такой вариант, вот прям полюбила его я, можно сказать, с детства, да. И вот такое описание у нас с вами будет выложено под видео. Это бесплатная инструкция по вязанию на вот эти все размеры. Я уже их сегодня озвучивала. И вы все это будете читать в открытом доступе, вся эта информация под видео. Нажимаете и смотрите. Все есть подробно, все описано. Вся последовательность ваших действий здесь указана, как все вязать. Ну а сейчас мы приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца набираем 35 петель. И сейчас у нас будет первый ряд, распределяем узоры. У нас центральный мотив занимает 17 петель. И вяжем первый ряд. Первую кромочную вяжем лицевой петлей. И дальше вяжем 2 изнаночные. Затем вяжем 4 лицевые, 2 изнаночные, 17 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Дальше идут опять 2 изнаночные, 4 лицевые. Здесь будет жгут на 4 лицевых и 2 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем и четный ряд второй вяжем, как смотрят петли. Вяжем 3-й ряд. Кромочную снимаем, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные и начинаем раппорт на 17 петлях, центральный мотив. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе одной изнаночной. Накид, лицевая, накид и снова 2 изнаночные вместе одной петлей изнаночной. И опять 6 изнаночных. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Мы с вами связали мотив на 17 петлях центральной ажурной по схеме. И теперь вяжем 2 изнаночные, жгут 4 лицевые, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Все. 4-й ряд вяжем все петли, как они на нас смотрят, и накиды будем вязать лицевыми петлями. 5-й ряд вяжем кромочная, снимаем 2 изнаночные, далее вяжем в жгуте, делаем перекрещивание 4 петель направо, сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 петли за работой, следующие 2 перед работой, поменяли их вот так местами, перекрестили и все 4 связали лицевыми. Дальше вяжем 2 изнаночные и начинается наш мотив на 17 петлях. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе, 1 изнаночной, делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, снова накид и 2 вместе, 1 изнаночной. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. Мотив связали. Остались у нас 2 изнаночные и в жгуте снова перекрещивание. У нас идут 4 петель направо. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Все 4 вяжем лицевыми. И еще 2 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. Все. Связали. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. 7-й ряд вяжем. Кромочную сняли. 2 изнаночные. 4 лицевые в жгуте. 2 изнаночные. Начинаем вязать мотив. 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Затем 2 вместе, 1 изнаночной. Делаем накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, 2 вместе, 1 изнаночной, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Связали мотив. Остались 2 изнаночные, в жгуте 4 лицевые, снова 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. 7-й ряд связали, переворачиваем, 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. 9-й ряд вяжем кромочная, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные и вяжем наш мотив. 3 изнаночные, 2 вместе изнаночной, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид и 2 вместе изнаночные. Дальше идут 3 изнаночные, мотив связан ажурный наш, остались 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, кромочные, изнаночные. Переворачиваем и 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. 11-й ряд вяжем
Кромочную снимаем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Приступаем к мотиву. 2 изнаночные, 2 вместе одной изнаночной, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид и 2 вместе изнаночные. Дальше еще 2 изнаночные. Мотив связан наш. И вяжем 2 изнаночные, жгут 4 лицевые, 2 изнаночные, кромочные, изнаночные. Связали. Переворачиваем. И у нас с вами 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 ряд. Кромочную сняли, 2 изнаночные, 4 лицевые. Дальше идут 2 изнаночные и начинается наш мотив. Первая изнаночная, 2 вместе изнаночной, делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид и 2 вместе изнаночные, изнаночная. Связали мотив и за мотивом вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые жгута, кромочные, 2 изнаночные, кромочные, изнаночные. Все. Так, связали. Переворачиваем. 14 ряд, как смотрят петли, вяжем. 15 ряд вяжем. Кромочную сняли 2 изнаночные. В жгуте у нас перекрещивание 4 петель направо. Меняем местами первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. И все 4 вяжем лицевыми. Далее идут 2 изнаночные. И в нашем мотиве на 17 петлях первая идет 2 вместе одной изнаночной. Делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, по центру лицевая, снова накид, теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид и завершается мотив 2 вместе одной изнаночной. Связали, да? Дальше у нас идут 2 изнаночные. В жгуте перекрещиваем 4 петли направо, меняем местами по 2 и вяжем как 4 лицевые. 2 изнаночные, кромочная и изнаночная. Все. 15 ряд связан. Переворачиваем и 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд вяжем. Кромочная снимаем, 2 изнаночные, в жгуте 4 лицевые, снова 2 изнаночные и начинается наш мотив ажурный. Вяжем с вами 2 изнаночные, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо
и 2 изнаночные. Все, мотив связан. Далее идут 2 изнаночные за мотивом, 4 лицевые жгута, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Все, связали. Переворачиваем, и у нас с вами 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд вяжем. Кромочную снимаем, 2 изнаночные, 4 лицевые жгута. Затем идут у нас с вами 2 изнаночные, и начинается мотив. 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Затем идут 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, и по центру 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Связали мотив. Дальше у нас идут 2 изнаночные, 4 петли лицевые жгута, 2 изнаночные и кромочная тоже изнаночная. Связали. Переворачиваем 20 ряд, вяжем, как смотрят петли. 21 ряд. Вяжем самый простой, никаких накидов. Итак, вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые жгута, 2 изнаночные, и наш мотив вяжутся все петли изнаночные, все 17 изнаночных вяжутся. Связали мотив. Теперь у нас с вами идет 2 изнаночные, 4 лицевые жгута, снова 2 изнаночные и изнаночная кромочная. Связали. Переворачиваем, и 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд вяжем. Так. Кромочную сняли 2 изнаночные, 4 лицевые жгута, 2 изнаночные, начинаем вязать мотив. Ну, ажуром здесь уже больше не пахнет. Вяжем, девочки, с вами 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее по центру 3 лицевые идут. 1, 2, 3. И далее опять 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали мотив. Дальше идут 2 изнаночные, 4 лицевые жгута, 2 изнаночные, кромочные, изнаночные. 24 ряд, все петли вяжем, как они на нас смотрят. 25 ряд вяжем. Кромочная, 2 изнаночные, в жгуте перекрещивание 4 петель направо. Меняем местами 2 на 2, 2 первые за работой, 2 следующие перед работой, и вяжем все 4 лицевыми. Затем вяжем 2 изнаночные, и начинается наш мотив на 17 петлях. Мы вяжем с вами 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных. И далее меняем местами 2 петли. Значит, будем перекрещивать 2 петли направо. Первая изнаночная за работой, следующая лицевая перед работой. Вяжем лицевая, лицевая. Дальше идут у нас изнаночная петля и следующие 2 петли
будем с вами перекрещивать налево. Мы первую перед работой, вторую за работой, вот так меняем их местами. И также вяжем первая лицевая, вторая лицевая. И остались у нас 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали с вами мотив. Дальше у нас идут 2 изнаночные. В жгуте делаем перекрещивание направо. Меняем по 2 петли. Первые 2 за работой. Следующие перед работой 2. И все 4 вяжем лицевыми. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Так, 26 ряд, все петли, как они на нас смотрят, вяжем. 27 ряд вяжем. Следующим образом. Кромочные 2 изнаночные, в жгуте просто 4 лицевые, 2 изнаночные. Приступаем к вязанию мотива. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 петли перекрещиваем, меняем их местами. Первая петля у нас за работой, вторая поверх нее, и вяжем первую лицевой, второй тоже лицевой. Далее вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная. И меняем снова 2 петли местами. У нас получается первая перед работой, вторая за работой, и обе вяжем лицевыми. Далее вяжем 5 изнаночных. Связали мотив на 17 петельках. Вяжем 2 изнаночные. В жгуте мы тоже вяжем 4 лицевые. Снова 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. 29 ряд вяжем следующим образом. Кромочная, снова 2 изнаночные, в жгуте 4 лицевые, 2 изнаночные, и приступаем к вязанию мотива. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Меняем 2 петли местами. То есть мы делаем перекрещивание направо. Первая у нас петля за работой, вторая перед работой, и вяжем обе петли лицевыми. Затем вяжем путанку внутри, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И далее опять меняем, перекрещиваем 2 петли налево. Первая перед работой, вторая за работой. И вяжем 2 лицевые, провязываем их. Остались у нас опять 4 изнаночные. Все, мотив связан. Вяжем 2 изнаночные. Жгут 4 лицевые. 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Все. Все. Переворачиваем. И у нас 30 ряд, как смотрят петли, вяжем. 31 ряд вяжем. Кромочная, 2 изнаночные, 4 лицевые жгута, снова 2 изнаночные, и вяжем мотив. В мотиве первые 3 изнаночные. Меняем местами, перекрещиваем 2 петли направо. Первая за работой, вторая перед работой, вяжем обе лицевыми. Далее путанка идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И опять перекрещиваем 2 петли направо, налево. Первая перед работой, вторая за работой, вяжем их обе лицевыми. Дальше идут у нас снова 3 изнаночные. Все, мотив связан. Далее идут 2 изнаночные, 4 лицевые жгута и 2 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем 32 ряд, вяжем, как смотрят петли. 33 ряд. Итак, кромочную сняли, 2 изнаночные, 4 лицевые,
И далее идут 2 изнаночные. Начинаем вязать мотив. 2 изнаночные. Меняем местами, перекрещиваем 2 петли направо. Первая петля за работой, вторая перед работой. И вяжем лицевая, лицевая. Далее идут у нас путанка изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И перекрещиваем 2 петли налево. Первая перед работой, вторая за. И вяжем их обе лицевыми. И у нас осталось в мотиве 2 изнаночные. Все, мотив связан. За мотивом 2 изнаночные и в жгуте 4 лицевые. Снова 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. 34 ряд. Вяжем, как смотрят петли. 35 ряд у нас с вами. Вяжем кромочная, 2 изнаночные. В жгуте снова перекрещивание 4 петель направо. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Все 4 вяжем лицевыми. Дальше идут 2 изнаночные. И приступаем к вязанию мотива. Первая петля у нас изнаночная. И меняем 2 петли, перекрещиваем с вами направо. Первая за работой, вторая поверх нее вяжем обе лицевыми. Дальше идет у нас изнаночная, путанка началась, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И следующие 2 петли перекрещиваем налево. Меняем местами и вяжем 2 лицевые. Осталось у нас 1 изнаночная в мотиве. Дальше идут просто 2 изнаночные. В жгуте перекрещивание 4 петель направо. Поменяли местами по 2 и связали все 4 лицевыми. Затем идут 2 изнаночные и кромочная, изнаночная. Вот таким образом у нас получается узор. Переворачиваем, и мы с вами вяжем 36 ряд, как смотрят петли. 37 ряд вяжем следующим образом. Ну, у нас, как всегда, кромочная, 2 изнаночные вяжутся, 4 петли жгута, снова 2 изнаночные, и начинается наш мотив на 17 петлях. Мы будем менять своими местами первые 2 петли. Направо перекрещиваем и вяжем лицевая, лицевая и путанка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 2 петли меняем местами, перекрещиваем налево их. То есть первая перед работой, вторая за. Поменяли и провязали как 2 лицевые. Не вместе, а лицевая, лицевая. И далее идет 2 изнаночные, 4 лицевые, снова 2 изнаночные и кромочная, изнаночная. Связали. Дальше у нас идет 38 ряд, переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. У нас с вами на этом раппорт заканчивается и идет повтор раппорта с 1-го ряда. Вот такой узор, вот такие прекрасные треугольнички у нас получаются красивые. Узор очень интересно смотрится в вязаном полотне. Сейчас мы сделаем влажную тепловую обработку, чтобы нам этот узор выпрямить, и стал он еще более красивый. Итак, влажная тепловая обработка. Обдаем наш образец горячим паром. Горячим паром, в влажном состоянии его надо тянуть.
по вертикали и по горизонтали. Но у нас тут очень все запущено. Надо горячим паром обдать еще раз. Еще раз давайте потянем максимально. Ширину тоже. Выпрямляем вот эти крайние петельки, где 2 изнаночные. Так, и давайте оставим сохнуть наш образец в таком расправленном виде. Так, девочки, у нас с вами высох наш образец и приобрел вот такой вот он вид приобрел. Очень шелковистая нить, очень так все это красиво шелково смотрится, нежно, абсолютно мягкая. То есть вот такой узор, видите, да? И давайте с вами сейчас измерим плотность нашего образца. Вначале мы будем измерять по ширине. Итак, надо расправить вот эти 2 изнаночные, а то они тут у нас плохо распрямились. У меня 15 сантиметров и 35 петель. Давайте 35 разделим на 15 сантиметров. Получим 2,3 плотность. Это плотность по горизонтали. И по вертикали мы измеряем с вами высоту образца. Также у меня получается 15 сантиметров, как ни странно. 15 сантиметров и высоту это было 38 рядов. Да-да, 38. И разделить на 15 сантиметров. 38 рядов делим на 15, будет 2,5. Итак, плотность наша по вертикали 2,5, плотность по горизонтали 2,3. С этими цифрами приступаем к расчетам. Смотрим выкройку. Итак, мои дорогие, смотрите, вот такая у нас с вами выкройка будет сегодня в расчете использоваться. И давайте сразу по размерам. Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54 российские. Для европейских размеров переводим на -6, делаем из этих цифр, получается европейский размер. Итак, ширина. Ширина спинки переда у нас будет использоваться первый размер 51,5 сантиметр, второй размер 57 сантиметров, третий размер 61 сантиметр, ширина спинки переда. И в петельном эквиваленте используем нашу с вами плотность. У нас плотность получилась в 1 сантиметре 2,3. Да? Поэтому мы умножаем ширину 51,5 на 2,3. У меня получается 119 петель. Также я поступила с другими размерами. Второй размер 131 петля, третий 141 петля получилось. Распределяем петли следующим образом. Еще раз смотрим на нашу схему. 17 петель у нас ширина узора. 2 изнаночные мы вязали с вами между жгутами, да? То есть жгут у нас 4 петли. И вот эти 2 изнаночные, я их буду на схеме обозначать как 2. То есть имейте в виду, на схеме 4 это наш жгут, 2 это 2 изнаночные, которые идут у нас между узорами. И 17 это наш узор, вот этот раппорт. Так, и вот я нарисовала. Петли распределяем следующим образом. Вот эти 119 на первый размер. По центру идет у нас мотив 17 петель. И с двух сторон симметрично начинаются 2 изнаночные, 4 лицевые. Да? Опять 2 изнаночные. Потом идет опять мотив на 17 петлях. Таким образом симметрично зеркалим узоры, да? И получаем 5 раппортов у нас, 5 мотивов умещается по 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Да? И между ними идет вот этот вот набор, то есть 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные.
В сумме это у нас 8 петель. То есть 17 и 8. 17 и 8. В итоге получилось 119 петель вместе с кромочными. Это первый размер. Для второго размера, где надо, чтобы было 131 петля, мы будем с вами, девочки, добавим по 6 петель. Таким образом, что вот у нас начинается с вами раппорт для первого размера, у нас все начинается, заканчивается мотивом вот этим ажурным, 17 петель. Но мы с вами сюда симметрично добавляем. То есть у нас будет начинаться кромочная, 4 лицевые жгут, 2 изнаночные, и дальше пошел, как для первого размера, количество петель. И все закончится также. 17 петель мотив ажурный, 2 изнаночные и 4 лицевые жгут и кромочные. И это будет 131 петля. То есть мы добавили 6 здесь, 6 здесь. Третий размер я уже вот так нарисовала, 61 сантиметр, 141 петля. И я нарисовала вот это количество петель, 119. У нас оно остается, это сердцевина неизменная. Далее мы идем, опять у нас идут 2 изнаночные, 4 лицевые жгут с двух сторон, симметрично. И я добавила 10 изнаночных. 5 изнаночных справа, 5 изнаночных слева. Ну и, соответственно, кромочные. В сумме это получилось у нас с вами 141 петля. Вы можете увеличить или уменьшить это количество вот с помощью этих изнаночных с двух сторон. Если считаете, что надо вам побольше размер, да, можете вот эти изнаночные прибавить или убавить, там, как вы посчитаете нужным, на свой 52-54 размер российский. Так, с этим понятно. Дальше. У нас с вами классический вариант, поэтому у нас с вами пройма вяжется. Длину изделия я беру 60 сантиметров на все размеры. Мерка очень индивидуальная, зависит от вашего роста, да, от вашего желания, какой вы хотите длину изделия. Поэтому эту мерочку под себя сразу изменяйте. И смотрите, что получается. Начинаем вязать снизу вверх все детали мы вяжем. И у нас начинается все с планки. Планка резинкой 1 на 1, 2 на 2. Любую резинку используйте. 7 сантиметров вяжете, переходите на другие спицы 3,5. Здесь резинка 3 рекомендую. Для узора 3,5 спицы. Переходите на спицы, вяжете узор. Связали узор, у меня получилась высота 33, 31,5 и 30. Ну, сразу переводите в ряды, то есть никакими сантиметрами вязаное полотно мерить нельзя, надо все считать в рядах. 33 надо умножить на нашу плотность по вертикали 2,5, которую мы посчитали. Вот, смотрите, 33 умножить на 2,5 плотность. Будет 82 ряда. То есть вы должны связать от планки 82 ряда. И далее будете формировать, закрывать последовательно петли для проймы. Для первого размера у меня 12 петель надо закрыть, второй 13 и третий размер 14 петель закрываем. Как это красиво закруглить, закрыть красиво, я описываю в виде текста, инструкция под видео. Инструкция. Читайте, пожалуйста, там все будет описание. Высоту проймы я беру на размер, опять-таки, 20, 21,5, 23 сантиметра. Вяжем. Вяжем, вяжем, вяжем. На определенной высоте, сейчас не скажу, все в инструкции есть, читайте под видео. Глубина выреза по спинке составит 2 сантиметра, девочки. Ширина на первый размер беру 20 сантиметров и увеличиваю по 2 петли на каждый размер. То есть 20 сантиметров мы умножаем на плотность 2,3, это по горизонтали плотность. Получаю петли 47 у меня получилось, 49 и 51. Должно быть нечетное число, поскольку участвует у нас здесь тоже нечетное число в наборе.
Так, и все, что осталось, это петли плеч. 24, 28, 31 петля. Все это есть в инструкции под видео. Как закруглить, вот это сформировать, вот этот вырез, все есть в инструкции. Читайте последовательность ваших действий. Тоже касается выреза по переду. Общая высота выреза у нас, глубина по переду будет 10 сантиметров. Вот, и там тоже последовательность закрытия, чтобы закругление сделать красивое, есть в инструкции под видео. Сейчас я об этом говорить не стану, это займет очень много времени. Так, теперь обязательно соблюдайте вертикальную плотность, мои дорогие, не игнорируйте ее. После стирки изделие вытянется, и вы увидите совсем не то, что планировали. Пожалуйста, избегайте этих негативных моментов. Пожалуйста, используйте вертикальную плотность. Все сантиметры по вертикали переводите в ряды и вяжите согласно вот этим рядам. Рукав. Начинаем с планки. Также резинкой любой, какой хотите, вяжете 45, 47, 49 петель по размерам. Затем переходите на спицы 3,5 и в последнем изнаночном ряду добираете петли, то есть поднимаете из протяжек петельки таким образом, чтобы получилось на все размеры 69 петель. И уже начинаете вязать узором. Узор у вас будет вот таким образом располагаться. Смотрите, 69 петель на рукаве, кромочная, и начинается у вас будет 17 петель мотив, но снова вот это вот промежуточные между мотивами у нас идут 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, по центру опять мотив 17, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, и заканчивается все опять мотивом ажурным на 17 петлях. Кромочная. В сумме 69 петель. Понятно, да? И далее вы вяжете, сразу формируете скос. Советую все петли, которые у вас по скосу будут подниматься, ну, прибавляться, вы будете их включать в изнаночную гладь. Я не думаю, что надо заморачиваться с чем-то другим. Этого достаточно будет. Всего у вас прибавится для первого размера по каждому скосу 9 петель, 11 и 14. Поскольку у нас с вами вот здесь берется ширина рукава, значит, у меня на все размеры это 38 сантиметров, 40 и 42 сантиметра ширина. И мы также умножаем на плотность по горизонтали 2,3, получаем количество петель. 8, 7, 91, 97. Все берется нечетное, чтобы по скосу получилось разделить возможность. Понятно, да? И смотрите дальше, как формируем скос. У меня общая длина рукава берется 60 сантиметров. Ваша мерка будет другая, возможно. Рост, еще раз повторяюсь, у нас разная длина. Может быть из-за роста, из-за вашего желания. Кто-то хочет подлиннее, кто-то хочет что-то там подворачивать, да, вот эту манжету. То есть все зависит от вашего желания. Дальше. Вяжете, значит, прибавки равномерно по каждому скосу, одновременно начинаете прибавлять с двух сторон, включаете все петли в изнаночную гладь. И теперь смотрите высоту скоса. Давайте померим высоту скоса. Значит, если у нас 60 сантиметров длина изделия общая, мы вычитаем 7 сантиметров с вами планку нижнюю и 13 сантиметров окат. Получается у меня 40 сантиметров. Я перевела в ряды, это 100 рядов. И теперь 100 рядов делим вот на это количество петель, на 9. У меня получилось в каждом 11 ряду должна быть прибавка. Дальше 100 делим на 11, в каждом 9 ряду прибавка. И 100 делим на 14, в 7 ряду в каждом прибавка. У вас будут, возможно, свои цифры, но имейте в виду, алгоритм ваших действий должен быть такой. Да? Высоту скоса делите на количество петель, которые будете прибавлять, и получаете интервал, через который будете делать прибавки. Дальше. Значит, формирование скоса
формирование оката рукава. Для начинающих вязальщиц я всегда советую вам сделать выкройку в натуральную величину. Очень удобно вязать по такой выкройке. Она многоразовая. То есть, если вы будете эту классику еще когда-то вязать, то вы можете этой выкройкой пользоваться хоть всю жизнь. Я так сама училась, меня так учили в советской еще школе вязания. Вот. Мы все делали такие себе выкройки, и когда вязали, начиная вот отсюда, от начала оката, то есть не всю выкройку рукава, хотя можно и всю выкройку рукава, да, делать. Тоже очень удобно вязать прибавки. Вот. Но достаточно одного оката сформировать. И вот вы положили перед собой эту красоту, вяжете, да, прикладываете. Так, вам понятно, что здесь обычно убавки идут так же, как по пройме. Вот. А затем убавки идут по одной петле. Убавляете по одной петле, в каждом втором ряду обычно убавки делаются. Вот. Затем здесь у вас уже третья часть идет, как бы, здесь поняли, да, сразу много убавок. Затем по одной петле идет в каждом втором ряду, затем по 2 петли, и вот здесь на самом пологом участке вы делаете по 3 петли, и у вас остается какое-то количество петель, обычно 15-20, да, которые вы закрываете одним махом. Вот так. Все. Вот такой вот расклад. Если вы уже опытная вязальщица, то вы его и сами сформируете, девочки, сами сформируете этот окат. У меня есть ссылка на статью «Теоретический расчет оката». Посмотрите, под видео выложила ссылку, как сделать расчет оката. Делайте его на себя индивидуально, пожалуйста. И такой момент, который я забыла вам сказать, девочки, у нас формируется с вами планка по вырезу горловин. Вы поднимаете петельки, после того, как плечи сошьете на круговые спицы, замыкаете это все в круговую, да, и вяжете резиночкой 1 на 1 или 2 на 2, какой вы там выберете планочку, высоту. И смотрите, я вот тут схематично изобразила. Вы видели, что в оригинале у нас с вами идет такой край волнистый, да, вот такой вот. Это очень красиво смотрится, да. И я думаю, что это надо сделать следующим образом. То есть вы должны, предположим, значит, в последнем ряду планки будете вязать спускаясь на 3 ряда ниже, подхватывать петельку, вытягивать ее, подхватили правой спицей петельку, да, вытянули ее, одели ее на левую спицу и провязали как вместе, да, провязали ее лицевой петлей. Вот таким образом у вас будут вот такие вот воланчики, ну не воланчики, а как их назвать? Ну, такие вот закругления у вас будут получаться красивые, да? Вот, имейте это в виду. То есть интервал у вас может быть разный. Это я вам нарисовал для примера. Возможно, вы сделаете не через каждые 3 петли, а через 5 петель, чтобы побольше было. Но когда будете поднимать петельки, учитывайте, пожалуйста, чтобы у вас совпало, вот это все красиво уложилось ровно. Да? Надеюсь, мои рекомендации и вот эти вот все схематичные изображения будут вам полезны при вязании. Я очень желаю вам удачно связать эту красоту. И до новых встреч, мои дорогие!